Hola amigos! Очередной день начался с беспросветного дождя. И осознание, насколько же мне повезло вчера с погодой. Сегодня гор даже видно не было. Первым делом я поехал в Пуэрто-Наталес за бензином. Это немалый крюк, но по прямой дороге в Аргентину даже Google не обещал наличие заправки в нужный момент. Кстати, вчера одна американка на одной из смотровых очень удивилась, узнав, что я сунулся в парк на моте без запаса бензина. Она сама мотоциклистка, но была с мужем на авто. По пути в Пуэрто-Наталес дождь кончился, так что оставшаяся часть пути обещала быть приятной. Почти сразу после погранперехода я выехал на шоссе номер 40, одну из самых знаменитых трасс Латинской Америки. Отличная прямая дорога, ровный асфальт, солнце и никакого трафика, просто моторай. Ветер только чувствовался, что сильный, но он дул чуть сзади, так что я быстро домчал до очередной колоритной заправки посреди пустыни. Заправив мод и заправившись чаем сам, я погнал дальше. Навигатор увел меня с сороковки, но я потом понял почему. Кваренда уходила от шоссе налево, и там был 65-километровый кусок гравийки. А навигатор предложил сделать 83-километровый крюк через Эсперансу. Но зато везде был ровный асфальт. До Эсперанцы я бессовестно пользовался попутным ветром, но затем дорога пошла на север с северо-запад, и ветер стал точно боковым. Памперо! А что такое памперо, господин Паганель? Неприятная вещь, мой мальчик. Очень холодный юго-западный ветер. И нам придется испытать его. Помню, в фильме этот эпизод никак особо не впечатлил. Но как же я его вспоминал после Эсперанцы. Уж не знаю, Пампера это был или просто фен с гор, но это была полная жесть. Ветер был не только холодный и поднимал много пыли с земли. Он еще был очень сильным. Мне еще никогда в жизни не было так сложно ездить на мото. Сложно и страшно. Ибо несмотря на все мои попытки держать траекторию, ветер периодически все равно хорошо так переставлял меня вправо. Я уже стал активно пользоваться двумя вещами. Отсутствием трафика, тупо ехал по встречке, чтобы иметь запас места на такие случаи. И отборным матом, которым поливал ветер и дорогу. Впервые в жизни я оценил мат как антистресс. Работает, блин. Камера, которой снято это видео, установлена четко вертикально. Поэтому можете сами оценить наклон, который приходилось держать, чтобы ехать прямо. 13-18 градусов. И едешь вот так, прямо. А впереди левый поворот. И ты такой, да ну. И вот так почти 100 километров. Затем дорога пошла на запад и стало полегче. На смотровой, кстати, я даже заснял полевые полотна, которые ветер гнал вдоль реки Санта-Крус. На въезде в Эль-Калафате я заехал на заправку, где познакомился с парой из Бразилии. Они также путешествовали на мото, но они ехали на юг. Приятное общение за чашкой чая хоть как-то привело нервы в порядок. После заселения в отель уже не хотелось никуда ехать, так что я просто побродил по городку. Он оказался не менее оживленным и популярным среди туристов, чем Ушуайя. Огромные сувенирные магазины на тему Патагонии и куча кафешек и ресторанчиков на любой вкус. На мой тоже наш вкус.